Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я покажу вам, как можно из подручных средств изготовить профессиональную инжекционную газовую горелку со сменными соплами, работающую напрямую от пропанового баллона. Такой горелкой можно производить профессиональную пайку твердыми припоями небольших изделий, а также плавку цветного металла в небольших количествах. В качестве основы для горелки я буду использовать болт М10. Можно использовать и шпильку, главное, чтобы была недорезанная часть без резьбы. Еще важный аспект, чтобы болт был не каленым, потому что внутри болта будет производиться сверление. Также понадобится гайка М10 и удлиненная гайка М10, из которой я буду изготавливать сменные жиклеры. В качестве запорной иглы я буду использовать винт М4. В моем случае это нержавейка, но только лишь по той причине, что здесь отличная нарезанная резьба. В качестве ручки для самой горелки я выбрал медную трубку диаметром 8 мм. Можно использовать любой материал и любой диаметр до 10 мм. Но рукоятку я изготовлю из дубовой балясины диаметром 22 мм. Горелку со шлангом я буду соединять при помощи вот такого быстроразъемного соединения. Покупал на AliExpress, используется, если не ошибаюсь, в TIG сварке. Ссылку на него оставлю в описании. Саму сменную насадку, сопло, изготовлю из трубки. Диаметр трубки будет зависеть от того, какой факел вам необходим. В моем случае это стальная труба внешним диаметром 20 мм, внутренним диаметром 16 мм. Внутри будут собраны две трубки. Одна трубочка стальная, выдернутая из холодильника, диаметр 5 мм. И вторая трубка от кондиционера, диаметр ее 6 мм. Также понадобится еще две шайбочки. В моем случае это медные шайбы, можно использовать и стальные. Вот и весь набор для изготовления горелки. Накручиваю гайку на болт до упора и маркером отмечаю место реза. От резьбы отмечаю 35 мм и отрезаю лишнее при помощи УШМ. Закрепляю заготовку в патрон шуруповерта и выравниваю два торца заготовки на ленточно-шлифовальном станке. На той части заготовки, где нет резьбы, я центроискателем размечаю центр, после чего произвожу кернение под отверстие. Сверлом диаметром 6,7 мм произвожу сверление на глубину 11 мм. В этом же отверстии, ровно по центру, сверлю отверстие сверлом диаметром 3,3 мм на глубину от торца заготовки 35 мм. И в завершении я сверлю отверстие диаметром 2 мм на глубину от торца заготовки 40 мм. С обратной стороны заготовки, где находится резьбовая часть, я сверлю отверстие диаметром 5 мм до того момента, пока не появится отверстие на 2 мм. Ровно на центр вышли. Зенкером я снимаю фаску и нарезаю резьбу М8, а в отверстие диаметром 3,3 мм я нарезаю резьбу М4. Далее я фиксирую заготовку в тисках горизонтально и от резьбовой части отмечаю 10 мм, после чего керню и сверлю отверстие диаметром 8 мм до появления внутренней резьбы. Калибрую внутреннюю резьбу М4 до самого конца первым и вторым метчиками. Фиксирую винт М4 в тисках и отрезаю от него шляпку. Закрепляю винт в патроне шуруповерта и на ленточно-шлифовальном станке шлифую конус, угол которого должен быть меньше угла сверла, которым и было просверлено отверстие диаметром 3,3 мм. Также я снимаю часть резьбы до чистового металла. Это необходимо для того, чтобы винт спокойно проходил через часть резьбы, которая недорезана внутри. Закручиваю винт внутрь и поджимаю его ключом. Затем его выкручиваю, и если на конусе появился притир по всему диаметру, то кран будет полностью герметичен. Трубку я вставляю под небольшим наклоном. Это необходимо для того, чтобы пламя из горелки не обжигало руку, а уходило под наклоном в сторону. Фиксирую заготовку и произвожу пайку низкотемпературным припоем по алюминию. Пайку вы можете производить любым припоем, даже оловянно-свинцовым, потому как горелка не нагревается во время работы. После слесарной обработки я решил отполировать горелку, потому что, по моему субъективному мнению, изделие не только должно выполнять свою прямую задачу, но и должно выглядеть красиво. На остаток от болта М10
я накручиваю гайку и запаиваю торец припоем по алюминию. Отрезаю лишнюю часть болта по плоскости гайки и обрабатываю два торца на чистовую. Размечаю центр, керню под сверление и сверлю сквозное отверстие диаметром 3,3 мм, после чего я нарезаю резьбу М4. На шпильку я накручиваю маленькую гайку М4 и гайку М10, которая и будет выполнять роль ручки крана, после чего затягиваю маленькую гайку. Теперь необходимо изготовить уплотнительную гайку. Для этого я взял винт М8, который закрепляю в патроне шуруповерта и обрабатываю его на станке до получения ровной цилиндрической формы. После этого я беру винт в руки и снимаю с него две грани под ключ на 8. Фиксирую винт в тисках и отрезаю лишнюю часть резьбы, оставив 8 мм. После чего по центру винта я сверлю сквозное отверстие диаметром 4,5 мм. Из небольшого куска фторопласта толщиной 5 мм я изготовлю уплотнительное кольцо. Для этого я сверлю сквозное отверстие диаметром 3,3 мм. Отрезаю необходимый мне кусок, фиксирую его на шпильке в шуруповерте и обрабатываю его до диаметра 7 мм на ленточно-шлифовальном станке. Теперь можно собрать саму горелку. Вставляю в отверстие фторопластовое кольцо, осаживаю его внутрь при помощи шпильки, на винт одеваю уплотнительную гайку и закручиваю винт в саму горелку. Как только винт попал в резьбу, я поджимаю уплотнительную гайку ключом и закручиваю винт до упора. Теперь я займусь изготовлением самой ручки горелки. Для этого я выравниваю торец заготовки, отмечаю отрезок длиной 120 мм и отрезаю его ножовкой. Сверлом по дереву диаметром 8 мм я с двух концов заготовки сверлю сквозное отверстие. После всех этих манипуляций настало время придать будущей ручке удобную форму. Я решил остановиться на грушевидной форме, в которой есть углубление как под большой палец, если ручку держать в кулаке, так и под указательный палец, если держать ручку как карандаш. На медной шайбе я центроискателем размечаю центр и керню под сверление. Зажимаю сразу две шайбы в тиски и сверлю сквозное отверстие диаметром 8 мм. После чего я надеваю медную шайбу на трубку, поджимаю ее деревянной ручкой, фиксирую горелку в тисках и произвожу пайку оловянно-свинцовым припоем, используя при этом мощный 100-ваттный паяльник. На станке я стачиваю медную шайбу за подлицо с деревянной ручкой. В качестве красителя для деревянной ручки я буду использовать черную краску для волос, которая очень хорошо окрашивает древесину и достаточно глубоко. Развожу состав в крышке, намазываю его жирно на заготовку и заворачиваю все в одноразовый пакет. Пока окрашивается ручка, я нарезаю резьбу М6 в нижней части самой горелки для установки части быстроразъемного соединения. По прошествии примерно 20 минут я достаю ручку из пакета и тщательно протираю ее салфеткой. Как вы можете видеть, что цвет глубокий и насыщенный, как я и хотел. Фиксирую собранную горелку в тисках, надеваю внутреннюю медную шайбу и запаиваю ее при помощи паяльника. Как и в первом случае, шайбу я стачиваю за подлицо с деревянной ручкой. За кадром я к быстроразъемному соединению припаял шпильку М6 и просверлил в ней сквозное отверстие. Намазываю на резьбу фиксатор резьбы и вкручиваю соединитель в саму горелку до упора. Лишнее я вытираю салфеткой. Настало время изготовить насадку для горелки. Выравниваю торец трубки на станке и зачищаю внешнюю часть трубки. Размечаю от обработанного торца трубки отрезок длиной 50 мм и отрезаю лишнее при помощи УШМ. Обязательно необходимо снять внутренние фаски с двух торцов трубки. Гайку М10 затягиваю на шпильке и, зафиксировав шпильку в патроне шуруповерта, обрабатываю на станке до получения диаметра в натяг заходящего в трубку, после чего запрессовываю гайку в трубку при помощи тисков. В медной шайбе, ровно по центру, я сверлю отверстие диаметром 6 мм. Затягиваю ее в винт с гайкой и при помощи шуруповерта обрабатываю до диаметра свободно проходящего в трубку. Шайбу надеваю на медную трубку и запрессовываю ее, после чего намертво запаиваю твердым меднофосфорным припоем.
После остывания заготовки отверстие со стороны шайбы я хорошо зенкую зенкером, чтобы получилась хорошая и глубокая фаска. На еще одной медной шайбе при помощи центроискателя я размечаю 8 ровных сегментов. Керном накерниваю центр и циркулем размечаю окружности диаметром 17, 13 и 9 мм. На окружностях диаметром 13 и 9 мм я размечаю по 16 меток. В сумме должно получиться 32 отверстия. В тисках я сверлю центральное отверстие диаметром 5 мм для стальной трубки, а все маленькие отверстия я сверлю, закрепив шайбу в тиски на миниатюрном сверлильном станке твердосплавным сверлом диаметром 1,5 мм. Далее я надеваю шайбу на стальную трубку и запрессовываю ее молотком, после чего спаиваю соединение намертво твердым припоем. Зажимаю трубку в патрон и стачиваю наш будущий рассекатель до диаметра с припуском на запрессовку в трубку. На трубке со стороны запрессованной гайки я откладываю отрезок длиной 10 мм, после чего маркером наношу линию по всему диаметру. Накерниваю на разметке 4 равноудаленных отметки под сверление и сверлю 4 отверстия диаметром 4,5 мм. Зенкую их. Отступаю от отверстий примерно 5 мм и размечаю место реза медной трубки. А от шайбы с остальной трубкой я отступаю 10 мм, после чего я отрезаю все лишнее при помощи УШМ. На трубках необходимо снять глубокие фаски зенкером. Вставляю одну трубку в другую и запрессовываю все вместе в тисках. Далее я замеряю внутренний диаметр медной трубки. И сверлом такого же диаметра у самого основания глухой шайбы сверлю одно сквозное отверстие диаметром 4,5 мм. Через это отверстие смешанный газ с воздухом будет поступать в сам рассекатель. Вставляю сборную часть в трубку и запрессовываю все в тисках. Осталось изготовить жиклер. Для этого удлиненную гайку я фиксирую в тисках и распиливаю ее на две одинаковые части. Закрепляю половинки в патроне шуруповерта и выравниваю торцы. Небольшой кусок шпильки М10 разрезаю на два отрезка, после чего тоже выравниваю торцы. Отрезок шпильки с выровненным торцем я вкручиваю в гайку так, чтобы глубина свободной части в гайке составляла 8 мм. Теперь я спаиваю шпильки и гайки между собой твердым припоем и хорошо прогреваю заготовки для хорошего пролива припоя в резьбовое соединение. Лишнюю часть резьбы я отрезаю, оставив 8 мм шпильки. Фиксирую заготовки в патроне шуруповерта и выравниваю торцы. Фиксирую гайку в тисках, размечаю отверстие по центру и сверлю сквозное отверстие диаметром 2 мм. Теперь необходимо раздобыть небольшой кусок тонкой листовой меди. Если ее нет, то можно разрезать небольшой отрезок трубки от кондиционера, развернуть его и расковать молотком. Фиксирую медную пластинку пинцетом, обрабатываю активным флюсом для пайки и залуживаю ее с одной стороны паяльником. Два ровных торца шпилек залуживаю тоже. После чего я отрезаю от пластинки два небольших квадрата, накладываю их на залуженные шпильки и прогреваю все обыкновенной газовой горелкой для полного соединения медных пластинок со шпильками. Итак, у меня получились два сменных жиклера, в которых можно сделать два разных отверстия. У многих возникнет резонный вопрос, а каким образом проделать здесь отверстие, ведь для этого сопла расчетные диаметры отверстий должны быть от 0,1 до 0,2 мм, а это очень маленькие отверстия. Все очень просто, я воспользуюсь старым методом на прокол иглой. Для этого я у жены взял набор игл, желательно, чтобы иглы были российского производства, то есть каленые. Берем самую маленькую иголочку, ставим на ровную поверхность сам жиклер и легким ударом молотка мы делаем маленький прокол. Для того, чтобы оценить и показать вам, насколько маленькие отверстия в жиклерах получились, я воспользуюсь цифровым микроскопом, а оценю диаметр отверстия при помощи калибровочной пластинки. Жиклер номер 1. Вот он. Сфокусируем отверстие здесь, ну вот совсем
прям маленькая. Накладываю сверху пластинку. И у меня здесь есть линии, ширина которой соответствует размеру. 0,1, даже меньше 0,1. В общем, диаметр в первом жиклере 0,07 мм, что очень маленькое. Второй жиклер. Здесь отверстие побольше. Накладываем пластинку 0,05, 0,07, что соответствует диаметру 0,1 мм. Также здесь есть еще где-то отверстие. Ну да, 0,1 мм, то есть 100 микрон в диаметре. Ну а теперь осталось сам жиклер вставить в само сопло. Хочется отметить, что для каждого сопла свой собственный жиклер. Мне его пришлось развальцевать до диаметра 0,2 мм. Подгонка производится очень просто. Если пламя бледное синее и срывается, значит нужно увеличивать диаметр. Если же пламя зеленое и жирное размытое, значит нужно уменьшать диаметр. Уменьшать диаметр очень просто, так как эта медная пластинка легко завальцовывается молотком и дальше калибруется иголкой. Собираем само сопло в сборе. Ну и в качестве уплотнителя я буду использовать вот такой резиновый уплотнитель. Диаметр его 10 мм, покупал в автомобильном магазине. В принципе, не обязательно использовать точно такой же, можно в принципе и из резины сделать подобное. Вставляем его сюда, он становится очень плотно и не выпадает. Вот так. Ну а дальше само сопло накручивается на горелку. Готово. В качестве источника газа я буду использовать обыкновенный баллон на 5 литров с пропаном. Редуктор здесь использовать не обязательно. Такая горелка может работать напрямую с баллона. Но у меня есть редуктор, поэтому я его поставил. Быстроразъемное соединение соединено при помощи шланга. Шланг импортный, внутренний диаметр 6,3 мм. У меня в мастерской сейчас прохладно, поэтому в баллоне у меня максимум почти 3 атмосферы. Вставляем горелку. Так, для этого сначала нужно продуть сам шланг, потому что в нем воздух. Ну и проверим на утечку саму горелку. Утечки нет. Отлично. Теперь можно прикрутить само сопло и зажечь саму горелку. Само пламя я сейчас вам покажу поближе. Ну и хочу сказать пару слов, почему я выбрал именно такой соединитель. Дело все в том, что шланг от баллона довольно жесткий. И требуется, чтобы горелка могла вращаться вокруг своей оси. Этот соединитель как раз таки и обеспечивает такую возможность. Кроме того, на больших предприятиях я замечал, что у ювелиров есть много горелок уже с соединенными соплами. И требуется их быстрая замена. Этот соединитель как раз таки и позволяет под давлением быстро и оперативно менять горелки. Создадим темный фон, чтобы пламя было видно. Ну и зажжем нашу горелочку. Ну и как вы можете видеть, на минимальной подаче пламя четкое. И на максимальной подаче пламя прямо ровное, как игла. Регулировка достаточно плавная. Вот самая минималочка и самая максимальная. Что бы еще хотелось отметить, что при максимальной подаче газа пламя работает практически с отрывом и само сопло не греется. Но если работать вот в таком режиме, в минимальном режиме, то пламя немножко разогревает саму гильзу, но опять же не до критичных температур. Сам жиклер при этом холодный и припой здесь никогда не расплавится. Великолепно. Хочу отметить, что на своем канале я всегда делюсь полностью работоспособными и на 100% проверенными идеями, поэтому изготавливаю всегда две модели. На первой модели я оттачиваю технологию и устраняю все возможные недостатки, а на второй модели я снимаю уже видеоролик для вас. Так вот, первая горелка была изготовлена больше месяца назад, и в течение месяца я ее тестировал на всех возможных режимах. К этой горелке были изготовлены разные сопла, от маленького до самого большого, с разными соплами и с разными жиклерами.
Если брать в сумме, то 4 вот эти насадки – это насадки для пайки с разными факелами. Также у меня есть еще 2 насадки для плавки цветного металла. Та, что маленькая, способна плавить до 50 грамм цветного металла, а та, что большая, я называю ее лютая, способна осилить уже и 100 грамм цветного металла. Производительность у нее колоссальная. Ну а теперь я познакомлю вас с этими насадками. Насадка номер 1, самая маленькая, предназначена для миниатюрной пайки. Внешний диаметр гильзы 14 мм, внутренний диаметр сопла 2 мм и жиклер здесь стоит 0,1 мм. Минимальный режим работы пламя вот такое. Максимальный режим работы пламя вот такое. То есть очень хорошо подходит для мелких работ. Пламя довольно устойчивое. Насадка номер 2. Внешний диаметр гильзы 16 мм, внутренний диаметр сопла 3,5 мм и жиклер здесь стоит 0,15 мм. Минимальный режим работы, максимальный режим работы. Хорошая насадка. Насадка номер 3, которую я и изготовил в этом видео. Внешний диаметр гильзы 20 мм, внутренний диаметр сопла 3,5 мм и жиклер здесь стоит 0,2 мм. Минимальный режим работы, максимальный режим работы. Ну да, она уже будет помощнее второй насадки. Помощнее. Ну и последняя насадка для пайки. Самая крупная. Внешний диаметр гильзы 22 мм, внутренний диаметр сопла 4,5 мм и жиклер здесь стоит 0,3 мм. Ну да, уже массивная такая горелка, точнее массивная насадка. Можно уже производить довольно крупную пайку. Ну а теперь продемонстрирую маленькую плавильную насадку. Внешний диаметр гильзы 25 мм, внутренний диаметр сопла 4,5 мм и жиклер здесь стоит 0,4 мм. Довольно производительная насадка. Ну, как вы видите, огонь машина. Ну и самая производительная насадка для плавки. Я ее называю, как я уже говорил, лютая. В ней стоит жиклер 0,6 мм. Она без всяких рассекателей, это просто уже свободная трубка. Благодаря широкому пламени производительность у этой горелки очень большая. Произведем сравнение самодельной горелки с неплохой покупной. Это покупная горелка Штурм, довольно неплохая, максимальный режим ее работы. Вот он. А это самодельная горелка. Я думаю, что комментарий не требуется. Насадка номер 1, проволока 0,8 мм, медная, пайка меднофосфорным припоем. Без проблем. Насадка номер 3, та же самая проволока. Отлично. Насадка номер 4, проволока 2 мм.
Насадка плавильная малая, алюминиевая трубка. Без шансов. Попробуем расплавить 70 грамм меди обыкновенной. В качестве флюса буду использовать обыкновенную буру, ну а насадку буду использовать последнюю плавильную. Ну, без проблем. Давайте теперь попробуем бытовое использование этой горелки. Стальная трубка, латуневая трубка, насадка номер 4. Попробую спаять между собой припоем ПСР. Без проблем. Соединение получилось достаточно качественно. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги по проделанной работе. Как вы могли видеть из видео, что конструктив горелки примитивно прост, и здесь нет ничего сложного. Здесь не требуются никакие высокотехнологичные методы обработки. Можно обойтись и примитивным набором инструментов, как и у меня. Но что самое главное, здесь необходимо просто желание ее сделать. К самому основному достоинству этой горелки могу отнести то, что она обладает мобильностью. Имея небольшой газовый баллон, кусок шланга и горелку со сменными соплами, вы можете производить пайку где угодно. Температура горелки примерно 1300 градусов, что позволяет паять любыми твердыми припоями, даже латунными. Все будет зависеть от производительности самого сопла. Недостатков на данный момент эксплуатации этой горелки я не выявил. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить пальцы вверх. Всем пока!